Вот это вот монстр, знаешь, он больше похож на космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной. Я вам сразу говорю, что это проектор не для простых людей, с очень качественным изображением, практически нет линзирования. А все потому, что здесь длиннофокусная линза 155 мм. Это Full HD проектор с HDR10 и плюс еще и очень яркий 2300 или даже больше люмен. Ну, короче, мы посмотрим это, когда уже перейдем на, скажем так, на сайт продавца, но я вам скажу, если мы его снимали при освещенном помещении, у нас вопросов не было. Кстати, в комплекте, видите, какая тряпочка, можно протирать линзочку, а у нас крышечки не было на линзу, да? Вот видите, вот комплект у нас, вот такой вот кабель питания, есть кабель HDMI, ну не позорились, уже что-то еще положили бы или нафиг кабель HDMI. Ну пульт есть, кстати, пульт больше похож на Bluetooth, ну такое, он весь глянцевый, царапкий, это вроде бы и минус, но вроде бы есть микрофон, не особо заморачивался, потому что это не Android TV система, это неинтересно проверять. Чем интересен нам стал проектор? Во-первых, смотрите, какая система охлаждения у него сделана, покажи здесь вот более детально. Посмотрите, там есть очень крутая система охлаждения, радиаторы стоят такие конкретные, при том, что он малошумный. Это длиннофокусный, не для маленьких помещений. Я вам покажу, он до 8 метров, кстати. Там огромную можно получить изображение. При том, что у него сзади, вот сразу давай покажем, 2 HDMI-чика. Есть аудио-видео вход, есть AUX, есть USB, есть у нас RJ45 и есть кнопка питания. Здесь внизу вот разъем для питания, именно для, как по-русски, питания, да? Правильно. Теперь смотрите, у нас есть автофокус, вот окошечко, и инфракрасное для пульта. Все. Здесь, кстати, написано 155 мм линза, Full HD, HDR10, все классно. Но все вроде было бы хорошо, если бы не было некоторых но. И некоторые но у меня создается впечатление, что здесь два проектора в одном. Один для внутреннего пользования, другой для внешнего. Имеется в виду для внешних устройств и для внутреннего пользования. На внутреннем, скажем так, плеере он построен на процессоре High Silicon. Вы увидите в обзоре какой, на 350 версии. Все нормально, он ютубчик проигрывает 1080p, 60 Гц с HDR. Действительно, там HDR есть, мы все проверяли. Он правильно декодирует этот самый HDR. Но с учетом того, что там HDR по сути постоянный, то откалибровать по яркости его еще то удовольствие. Хотя тут контраст 30 тысяч к одному, и он действительно контрастный, прикольный, все хорошо. Но калибровка яркости очень тяжела на внутреннем плеере. На внешнем ТВ-боксе, либо там на PlayStation 5, либо на любом там мини-ПК, либо на ПК, он калибруется вообще четко. Да у них даже калибровки разные для внутреннего плеера, для внешнего. Но тут остается вот это вот, но и вступает в силу. Для внешнего плеера, для внешнего ТВ-бокса у нас не работает HDR. Вот так вот. На внутреннем он тягает любые 4К ролики с HDR. Все отлично. У меня вопросов нет. И звук у него хороший, достаточно хороший, такой среднебюджетный телек, громкий, с режимом Bluetooth колонки, с мирокастом. Но есть много но вот этих вот по калибровке на внутренний и внешний плеер. Качественно хотите смотреть, смотрите с внешнего устройства, но без HDR. Внутренних, хотите с HDR смотреть, с внутреннего плеера смотрите. При этом сделали относительно терпимый Wi-Fi. То есть, видите, сейчас тест там до 100 мегабит, он иногда простреливает. С учетом того, что другие бюджетные проекторы гоняют Wi-Fi там 30-40 мегабит. Но я вам скажу так, побить TD98 Pro, который у нас был на обзоре, он не смог. То есть есть вот эти вот моменты, но из-за его фокусности, из-за его, это вот для кино больше хорошо, то есть длинное фокусное расстояние, у него более конусный луч, у него более четкое изображение, потому что на короткофокусную, тех, кто ищет, я ищу короткий фокус, нет. На коротком фокусе всегда изображение будет менее четким, чем на длинном фокусе. Поэтому 155 мм линза это как раз вот для кино, для длиннофокусного, для большого экрана. При том, что яркость действительно классная. Что мы делаем сейчас? Мы с вами переходим, посмотрим, сколько он стоит, потестируем, а потом сделаем выводы. Конечно же, перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну а если не знаете, где купить украинские стриминговые сервисы по типу Мегуго, СвитТВ, Киевстар ТВ и тому подобного официально по очень низкой цене, то вот тут вот где-то сканируйте QR-код и будет вам счастье. Ну и либо ссылка в описании под видео. Также там есть ссылочка на акционные ТВ-боксы с подпиской уже готовой. Все, ребят, переходим, потом встретимся на выводах.
Друзья, $277. С нашим промокодом на AliExpress будет еще дешевле. Ссылка в описании под видео. Но мы давайте посмотрим, что заявляется на сам производитель. Закрытая оптическая машина, ну имеется в виду, знаете, закрытая это то, что там пыль не собирается, то есть закрытый оптический механизм, то есть те, кто знает, те, кто в курсе, они понимают, о чем идет речь. Теперь 2300 ANSI, да ладно, 20 Вт спикеры, Android 12, 30 тысяч к одному контраст. Вот это меня должно удивить, потому что 30 тысяч к одному это действительно очень много. То, что закрытая система, это мы уже поняли. HDR обещают и 4К декодирование. Теперь смотрите, HDR действительно. Пробуем сейчас с вами, попробуем. Теперь есть регулировка картинки, по идее мы можем его калибровать. Тоже сейчас посмотрим. Они тут и заявляют, что есть автофокус, автокейстоун, обход препятствий и автоматическое вписывание в экран. Поддерживается зум 50-100%. И у нас тут что еще? Ну, 20-ваттные спикеры должны быть интересны. Wi-Fi 6, Screen Mirroring. Это имеется в виду Miracast. Вот теперь фокусное расстояние. Смотрите, как интересно. С 2,1 метра 70 дюймов. То есть это можно в яркой комнате делать. Теперь 134 дюйма с 4 метров это полузатемненная, 6 метров 200 дюймов это с закрытыми шторами и контролируемым амбиент освещением. И у нас получается в полностью затемненном помещении можно вытянуть 268 дюймов 8 метров длины, дистанции. Маленький уровень шумом 35 дБ, ну и тут они много чего еще показывают. Давайте так, мы сейчас уже будем переходить, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и будем тестировать. Так, достаточно интересный интерфейс, необычный, видите, такой у нас здесь есть раздел приложений, домашний. В принципе, есть тут Bluetooth спикеры, даже Play Store есть стандартный. То есть, если мы зайдем в Play Store, то мы увидим, что это обыкновенный Play Store Android TV. Вот это вот хорошо, ладно. Не на этом собирались остановиться, а посмотреть сразу на его аппаратную составляющую, потому что очень много интересных моментов здесь есть. А это имеется в виду, что это TV Fake написано, High Silicon, High 3751 V350 платформа, 2/64, да ладно. У нас 4-ядерный процессор Cortex A53 High Silicon 3751 по 1000 МГц. Ну ладно, сделаем скидку на то, что он 350, а не 250. И Mali 450 MP у нас видеоускоритель. Больше здесь смотреть нечего, кроме того, что здесь Android 9 и доступа к температуре нет. Да, в принципе, у них у всех активное охлаждение, там особо морочиться не надо. Давайте сразу с мультимедийных возможностей и сразу вам покажу такой момент, что здесь есть HDR. Не рассчитывайте, что это будет короткий фокус, потому что 155 мм линза. Это прям вот интересно сделано, он больше киношный и прям это видится. Вот для просмотра фильма вообще будет топово. Давайте сейчас мы с вами выберем наш канал. И здесь сразу бросается в глаза, что здесь HDR. Я эти ролики снимал лично, я знаю, как они должны выглядеть. И да, HDR он декодирует. Вот эти вот ярко выделенные цвета неба. При том, что мы можем нажать и отрегулировать в принципе у него картинку, но только на внутреннем плеере. Так, включим именно для сисадминов статистику. Давайте. Вот у нас Full HD, 60 Гц, HDR. И перезапустим этот ролик. Действительно, HDR отрабатывает, но есть одно но, только на внутренних плеерах. То есть здесь будет работать HDR. Все работает, это действительно хорошо, то есть вот эти вот лучи, они как лучи, именно как должен отрабатывать HDR. По YouTube у меня вопросов особо нет, кроме того, что он проигрывается немножко слабовато с HDR, иногда мы видим подрагивание. Но тут еще один момент. Хочу сейчас запустить один ролик на этом канале, потому что чуть дальше покажу вам японку. И, на мое мнение, здесь рабочий MEMS. Мы сейчас посмотрим, как это работает. Сейчас должно продрожать, потом должно ровно пойти. Сейчас посмотрим. Ну нет, это не работает в YouTube. Слушайте, а звук, вы знаете, какой здесь классный звук? Вот звук здесь реально классный. При том, что это только лишь 40%. Если включить там 100%, то это очень громкий и достаточно неплохой басистый звук.
Очень неплохо так выходим. Сильно громко. Я сделаю потише. Да, действительно, по звуку поработали. Ребятки молодцы. Теперь попробую еще какое-нибудь одно видео. Хочется SDR посмотреть, как оно работает. Это видео тоже снимал я, кстати. Вот оно в SDR на каменной могиле. Это видео не лучшее для просмотра. Сейчас мы найдем. О, вот это вот хорошо будет. Слушайте, неплохо. Ну, действительно, по YouTube очень даже неплохо. Но это то, что касаемо YouTube. Но есть же у нас внутренний плеер, и есть проекции. Давайте посмотрим с вами по проекциям. По проекциям у нас есть настройки зума, его можно зумить. Есть автофокус, автотрапецоид. Есть у нас, ну, когда у нас есть автотрапецоид, то есть автообход препятствий и автовписывание в экран, если он больше, то есть если мы включим автотрапецоид, он будет его вписывать. Но я специально его отключил для того, чтобы показать, есть вот угловая коррекция, допустим, вот по углам по 4. И есть у нас коррекция по сторонам. То есть, зря я сейчас это сделал, конечно. Леночка, ты мне нужна, чтобы издалека смотреть, потому что я наделал каку. Хотя давайте автотрапецоид включим и посмотрим, как он сейчас это все впишет. Все, отрегулировали проекцию, потому что, честно говоря, такое о себе. Если оно сбилось, то сбилось. Есть языки различные, но по языкам особо не стоит рассчитывать, потому что переводы не полные. Есть украинский, есть русский. Давайте сейчас русский поставим. Украиноязычной версии будет украинский. Так, пойдем посмотрим главное меню. Главное приложение настройки. Так, дальше. В самих настройках особо копаться нечего, кроме того, что можно установить источник загрузки. Тут в настройках мы с вами можем увидеть настройки сети, настройки времени, и в общих настройках всего лишь там какой-то там аккаунт можно поставить. Кстати, здесь есть Google вот эти самые сервисы и локальное обновление, заставка, клавиатура, таймер. Ничего интересного. Но в изображении мы можем с вами, ребята, делать калибровку для внутреннего плеера. Сейчас у меня стоит софт, потому что на нем лучше всего отображается, скажем так, HDR. Это в принципе все калибруется, цветовая температура тоже, и можно менять формат изображения. Но это у нас 16:9, 4:3, человек, панорама. Я вообще не понимаю, что там человек вообще, что-то они там сами себе навалили с такими настройками. Сразу идем оценивать качество изображения. И вот почему я насчет мемса вам хотел сказать, потому что, давайте пойдем универсально. Он поддерживает и NTFS, и XFAT диски, это хорошо. Теперь японка, которая используется для тестирования именно именно мемса. Смотрите, она начинает дергано, а потом она становится раз и вообще и просто плавнюсенькая. То есть на внутреннем плеере мы видим, что он проходит тест японки, потом она опять начинается дергано после того, как я пытаюсь что-то, допустим, отрегулировать звук, появляется оверлей, она начинает дергаться. То есть у нас здесь есть работающий мемс. То есть пока есть оверлей какой-то, она будет дергаться. Как только все оверлеи исчезают, у нас начинает работать мемс. Смотрите, я перезапускаю. Сейчас первично оверлей у нас, давайте с самого начала. Видите, оверлей верхний, она дергается. Сейчас оверлей исчезает, и она перестает дергаться. Смотрите, оп, у нас срабатывает мемс. Она плавно вообще отрабатывает. Это удивительно, один из первых проекторов, который я вижу с более-менее нормальной рабочей функцией. Отображение HDR роликов, они действительно отображаются в HDR. Я прям знаю, как этот ролик должен выглядеть. При том, что на внутреннем плеере, если мы перейдем с вами, допустим, в параметры, смотрите, в расширенные опции, у нас здесь есть именно, ну как они фото назвали зачем-то. То есть мягкий, есть яркий вивид, есть стандарт. Ну в стандарте сильный пересвет, потому что он очень яркий. И пользовательский мы можем с вами регулировать яркость, контраст, насыщенность и остроту. Я пока использую мягкий. Сейчас посмотрим на качестве видео, именно на качестве фото, для того, чтобы понять, насколько его нужно докорректировать, либо не нужно. Идем в Бурош, давайте. Так как он заявляет, что он там 4К картинки может чего-то делать. Ну давайте посмотрим. Оверскана нет. Говорю сразу, сейчас буду доснимать вам. А нет, есть оверскан на 1 пиксель. Оверскан на 1 пиксель, значит можно считать, что у него не будет линзирования. Они таким образом избегают. Так, на мягком у нас нету по яркости нормально.
Вот знаете, что самое интересное? На таком плеере мы не можем корректировать. Давайте 24-кадровый режим, конечно, хочется попробовать. Ну, сейчас. Фотографируем с выдержкой в 1 секунду. Здесь чистая шахматка, но при этом на 24 кадрах, при этом работает, блин, этот MEMS. Вот это удивительно, конечно. Идем обратно в настройки. Нет, его надо калибровать. Его надо калибровать по яркости и по контрасту. Значит так, добавляем яркость, ужимаем контраст. Сейчас мы вернемся после калибровки. Слушайте, я не могу откалибровать. Я уже яркость задрал под 80. Контраст опустил 34-35. Я не вижу 251 и 4. Оно либо на фото не распространяет, что очень плохо. Давайте переключаться на внешнее устройство. Лисичка, переключай SSD-шник на TV-бокс. Сейчас будем пробовать. Что-то с ним не так в плане калибровки на внутреннем плеере. Потому что мы уже даже трапецию, видите, вывели за пределы экрана. Это плохо. Это плохо для калибровки. Включаю в TV-бокс. Сейчас будем, потому что я пристегнут рекордером. Сейчас будем смотреть на внешнем устройстве. Посмотрим на настройки, какие должны быть. Так, мы сейчас на внешнем плеере, на TV-боксе. И сейчас попробуем калибрануть. Потому что, честно говоря, стандарт пользовательский. Здесь мы можем только цветовую. А вот это для меня сюрприз. Сейчас пользовательский, давайте. Яркость. Так, квадраты появляются на 84, на 85. Ни хрена себе, скажу я вам. Контраст. Давайте. Ага, контраст на 30. 85 на 30. Но калибруется. Девчата как выглядят, а? По девчатам чуть-чуть зажали. Слушайте, ну калибруется. Ладно, на внешний плеер. Сейчас мы какую-то палитру откроем. И попробуем чуть-чуть ужать 39. Вот видите, у нас смещаются квадраты. Я вам сейчас покажу, как процесс калибровки происходит. Я сейчас буду снимать видео. Смотрите, вот здесь вот у нас есть квадраты. И здесь есть насыщенность. И когда мы играемся, у нас, видите, у нас квадраты меняются. Мы должны словить еле различимое в этих местах разделение. Оно должно быть совсем еле различимое. Телефон может не передавать, и не должно быть мега четких каких-то границ. То есть оно должно быть еле-еле различимо в этих местах. То есть это прям бывает, иногда должно прям сливаться. 40. Вот теперь у нас нормально должно быть. Назад. Сейчас на девушек посмотрим. Да, все. Слушайте, давайте тогда по качеству фото уже смотреть пока на внешнем устройстве, потом вернемся на внутреннем. Прям для меня это небольшое расстройство, что-то они не смогли там реализовать. Смотрите, девушки действительно отлично выглядят. Здесь мы уже откалибровали, мы с вами видели. И здесь тоже на паттерне все видно. Теперь квадраты видны, да, вот что называется яркость и контраст, они неправильно откалиброваны, квадратики видны, да, конечно, камера не передает, потому что они еле-еле видны, это зачастую сейчас мы на яркостно-контрастном анализе увидим, да, вот они проступают, все их видно, то есть, значит, мы правильно все откалибровали. Основные цвета отличные, да, кстати, ambient эффект он дает такой приятный, сейчас мы пойдем посмотрим. Да, все правильно. Здесь еле-еле проступающий. Так, чтобы вы видели. Еле-еле проступающий, но откалибровано. Теперь все нормально. Во всех цветах. Я вам скажу, он, конечно, калибруется хуже, чем Pro Gaga 610W и хуже, чем TD98 Pro. Вот мы видим, что все-таки оверскан по вертикали есть на 1 пиксель, по горизонтали тоже на 1 пиксель есть, но здесь даже, наверное, пикселя на 2. Но при этом они, опять же, избежали с помощью таких моментов, они избежали линзирования. Хорошо, ладно, хитрецы, но так, это один из способов избегания линзирования, да, в принципе, как мы видим, все достаточно четко. Сейчас посмотрим на основные картинки. Подходит хорошо для презентажек, хорошо, ладно, видны шрифты отлично. Это чистая Full HD матрица. Мы видим, что у нас конкретно здесь елочки. Все видно. Вернее, эти веточки все видны. Отлично.
И птичка, все у нас тоже на RGB 0 отрабатывает хорошо. Слушайте, а получается-то у нас ситуация, что вот интересный момент того, что на внутреннем плеере не так-то его и просто откалибровать. Давайте сейчас я вам сразу, раз уж мы на TV-боксе, я вам сразу покажу такой момент, что то, что есть HDR10 в самом внутреннем плеере, здесь у нас нет выбора HDR, он HDR не дает на внешнее устройство. Это вот, кстати, прям вот обидно. То есть, если мы возьмем внешнее устройство, например, TV-бокс с Netflix, то HDR мы тут не увидим. И смотрите, да, вот Netflix мы заходим, это будет просто HD качество, да, чтобы вы понимали, если и настоящий HDR проектор, то он будет на внешнее устройство давать тоже HDR, и это вот было бы вообще прямо топово. Ну и само по себе воспроизведение YouTube на SDR с внешнего устройства, это достаточно красиво, четко. У меня вопросов по воспроизведению YouTube вообще нет. И тут как бы действительно я не выдвигаю никаких претензий. Тут все шикарно. Для фильмов, с ТВ-бокса, для всего подойдет. Но настройки внутренней картинки, они не такие, как на внутреннем плеере. Теперь мы должны проверить задержку для внешних игровых устройств по типу PlayStation 5. Для того, чтобы мы понимали, можно ли на них играть. Сейчас мы пока... ну кстати, раз уж мы на PlayStation 5, давайте идем в настроечки. Идем экраны видео и смотрим с вами информацию про устройство. Нет у нас ни VRR, ни HDR, то есть здесь нет. Главное теперь нам понять, как он себя ведет в прыжке. То есть для этого мы используем Playroom. Он самую четкую реакцию на геймпад имеет. Так, сейчас мы включаем. Подождите, сейчас. Лисичка у нас уже сидит с телефоном, я сижу с геймпадом. Смотрите, как проверяется. Есть секундомер, потом на очень замедленной съемке считаем момент тапания по пальца по X и реакции объекта на тапание. Давайте. У нас есть, кстати, input lag, он прям ощущается. Он прям ощущается. Но при этом он не критичный. Вы видите цифру на своем экране. Давайте сейчас побегаю, попробую. Попробую. Да, есть input lag минимальный. Я вам скажу, подойдет для игр. Особо, если вы не профессиональный киберспортсмен, вы не будете ощущать особой какой-то задержки. Да, там, если вам какая-то игра очень сильно портит жизнь, вам нужна там резкая реакция, то тут, конечно, придется попотеть с таким геймпадом, предугадывая, сколько ему там еще бегать. Леночка, возвращай SSD-шник на проектор. Потому что у нас есть незакрытый гештальт. 85. Так, у нас там пока лисичка переключает. У нас было 85 на 30 получается. Давайте в настройки попробуем. У нас дело в том, что изображение регулируется в отличие... отличная регулировка от внутреннего и внешнего плеера. Контраст 29, даже 27. Я не знаю, как так можно было сделать на наружный, на внешний плеер разные регулировки. Давайте идем Бурож и давайте пошли. Нет, а внутренний не калибруется. Смотрите, а внутреннее не калибруется. Внешний калибруется, а внутренний не калибруется. То есть вообще ничего он не меняет. То есть вот только на пресете, который они дали. В принципе, давайте по цветам хотя бы посмотрим. То есть на внутренних он дает классный амбиент. Как мы видим, видите, у меня специально черное, красное. То есть по заполнению черного, по заполнению красного, по отблику мы понимаем, насколько он яркий и хороший. Да, он яркий, да, он четкий, да, он прикольный, но для внешнего устройства. А там нет заявленной поддержки HDR. Вот и все. Я так понимаю, что он не калибруется за постоянного режима HDR, который он воспроизводит. Ну, здесь более-менее. Сейчас будет у нас такой паттерн. Видите, вот, видите, как я всегда вам показываю. В белом контраст есть, и то он не полный, а яркости нету. Вот яркостной калибровки нету, то есть у нас базовая подложка, она имеет яркость такую же, как выводимое изображение. Это чрезмерная яркость при случае вывода в HDR. Это вот так вот они заморочились. Сейчас на внутреннем плеере еще посмотрим на линзирование. Ну, видите, здесь тоже. Хотя вот, ну нет, второй ряд еле видно, первый вообще не видно. То есть внутренний плеер, да, внутренний плеер отстойчик. И здесь, кстати, даже линзирование меньше, чем на внешнем.
не линзирования, а обрезка, да, этих пикселей. Ну, это сделали принципиально два разных проектора, получается. Есть как есть. Ладно, давайте еще обратим внимание на Miracast. У нас есть, не знаю, насколько он будет работать здесь. Сейчас мы выберем режим проекции. Трансляция. Ждем со своего телефона. Сейчас попробую затранслировать. Ну да, он его видит. Давайте. Подключится или нет, сейчас будет видно. Да, Miracast подключен, работает тоже в пересвете с HDR. Ну, кстати, качество Miracast оставляет желать лучшего. Для внешнего плеера вообще идеально. Хорошая картинка. Здесь у нас есть, кстати, еще Bluetooth динамик. В принципе, можем тоже подключить, попробовать. Так, инициализация. И что он там инициализирует? Ага, есть. Сейчас посмотрим, как он работает. Если у него выключение экрана, это тоже момент важный. Связано. А как экран? Он должен погаснуть. Блин, ну это не режим динамика. Режим динамика в проекторе. Давайте я включу, сейчас проверим заодно звук уже на окончании. О, погасло. Ну да, воспроизводит. Как только я что-то касаюсь кнопок, он сразу включает автофокус, сразу включает... Не самая лучшая реализация. Ребят, я готов пройти и прорезюмировать данный проектор. В качестве выводов скажу. Большой, прикольный, но не без нюансов. Если не смотреть на все его нюансы, то я его рекомендую. Он действительно яркий. У него работает автокейстоун, автокоррекция. Все работает. Хотя автокейстоун с автофокусом и отрабатывают. Автофокус дает нормальное качество, да, фокусировки. А вот с автокейстоуном иногда бывают вопросы при очень каком-то неудачном расположении. Хотя в целом я действительно его рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока. Хотя есть топ-варианты есть получше. TD98 Pro. Пока.